Живется сегодня не так сладко, как хотелось бы. Безработица растет, а реальные доходы снижаются, бизнес чахнет и перспективы наши все туманней. Экономический кризис и депрессия снова возвращаются к нам. Что ж, не впервые встречаем их, а значит проводим все плохое и подождем лучших времен, бурного роста экономики и процветания. Или не дождемся, а будет ли новый экономический рост? Прежде всего, отметим, что экономика развивается циклично, только при капитализме на известной ступени своего развития. До капиталистических способов производства подобной цикличности не существовало. Периоды упадка случались из-за войн, природных катаклизмов, неурожаев и других подобных факторов. Капитализму же циклическое развитие присуще имманентно, то есть из-за внутренних противоречий. Так, первые кризисы и циклы произошли в конце XVIII века в Англии. Сначала в отраслях, связанных с текстильной промышленностью, а уже в 1825 году случился первый кризис, ударивший по всей промышленности. Каждый следующий кризис начал затрагивать несколько стран, прежде всего Англию, Францию, США, Германию, а уже в 1857 году кризис стал мировым. Вскоре мировая экономика стала функционировать по определенному ритму, будто обрела единое сердце, сотрясаемое время от времени кризисами, за которыми следовали депрессия, сменяемая фазами оживления, а затем ростом. Именно этими четырьмя фазами можно описать экономический цикл, где кризис является основной фазой, так как именно он лежит в основе цикла, можно сказать, запускает его. Сама же фаза кризиса характеризуется затовариванием продукции, падением цен и прибылей, свертыванием производства, ростом безработицы, понижением заработной платы и общей конъюнктуры. Следующая фаза – депрессия. Это более или менее длительное застойное состояние экономики, в которой создаются предпосылки для выхода из кризиса. Далее наступает оживление, то есть экономический рост, не достигающий предкризисного максимума производства. Наконец, подъем. Это рост экономики, превысивший предкризисный уровень. Многие буржуазные экономисты до сих пор пытаются объяснить циклическую природу капитализма случайностью, например, неумелым управлением, ошибками в денежно-кредитной системе, санкциями, торговыми ограничениями, военными конфликтами и так далее. Вот пример динамики деловой активности в США с 1919 года из известного учебника «Экономика» Самуэльсона, где подписи к графике показывают разные события из 20 века, будто повлиявшие на американскую экономику и вызвавшие эти отклонения. Например, послевоенная депрессия после Первой мировой, Великая депрессия, Вторая мировая, войны в Корее, во Вьетнаме, в Персидском заливе и так далее. Следует сказать, что Пол Самуэльсон не ограничивается объяснением цикличности только внешними причинами, а предлагает рассмотреть еще внутренние механизмы циклов. Делает он это через механизмы мультипликатора и акселератора, согласно которым стремительный рост объема производства стимулирует инвестиции. Высокие инвестиции, в свою очередь, подстегивают производство, и этот процесс продолжается настолько долго, насколько позволяют экономические условия, после чего начинается замедление экономического роста, который приводит к сокращению инвестиций, далее к падению производства и к рецессии. Получается такое подобие маятника, колебания которого напоминают экономические циклы. Данное объяснение, разумеется, поверхностное. Оно не показывает основных причин, которые приводят к кризисам и циклическому развитию. Напомню, что таковой причиной является противоречие между общественным характером производства и частно-капиталистической формой присвоения. Данное противоречие можно образно представить в виде производства общественного пирога, в котором принимают участие почти все трудящиеся, но результат распределения этого пирога практически не зависит от вклада работников. Капиталистам, как собственникам средств производства, достанутся самые большие жирные куски, а работникам существенно меньшие кусочки. Кстати, рост производительности труда делает пирог все больше, а вот сокращение реальных заработных плат означает, что куски рабочих будут все меньше и скуднее. Поэтому некоторая часть пирога останется невостребованной, капиталисты все не смогут съесть, а рабочие хотели бы больше, да не могут купить. Так происходит перепроизводство и относительное перенакопление капитала в реальном секторе. Ведь капиталисты действуют в условиях анархии производства и отсутствия планомерности. Каждый надеется, что на рынке пострадает кто-то другой, но не он, поэтому производить нужно больше и больше. Повышать же заработные платы капиталисты, разумеется, тоже не спешат, так как это понизит их прибыли. Разве это можно допустить? Конечно, нет. Ведь максимизация прибыли есть основная цель капитализма. Еще одной проблемой для буржуазной экономической мысли является временной период экономических циклов,
составляющий примерно 7-10 лет. Чем же объяснить такую периодизацию? Дело в том, что основной капитал компании воспроизводится примерно за такое же время. Именно во время кризиса компании особенно остро ищут способы для снижения издержек. Они готовы массово обновлять основной капитал, так как даже физически неизношенный, он, как правило, устаревает морально. Кризис заставляет идти по пути технического прогресса, так как не остается других способов снизить издержки и повысить нормы прибыли. Таким образом, обновление основного капитала позволяет преодолеть кризис и дать толчок новому циклу. Однако протекание всех фаз экономического цикла трудно спрогнозировать. Сложно сказать, когда начнется и завершится кризис, а когда будет рост. Бывает так, что рост может закончиться, практически не начавшись. То есть можно выделить длительные периоды низких темпов экономического роста и затяжных кризисов. И наоборот, периодов благоприятных, когда темпы роста достаточно высокие, а кризисы не столь разрушительные. Таким образом, помимо среднесрочных циклов, можно выделить длинные волны в экономике с периодом примерно в 40-60 лет. Впервые подобную гипотезу озвучил в 1920-е годы известный советский ученый Николай Дмитриевич Кондратьев. Он исследовал на больших промежутках времени, около 100-150 лет, множество экономических показателей США, Великобритании, Франции, такие как индексы цен, добыча металлов и угля, производство чугуна, свинца, движение номинальных заработных плат, показатели международной торговли, спроса на пеньку и каменный уголь и много чего еще. Так Кондратьев пришел к сенсационным выводам. Капитализм стоит на пороге величайшего кризиса. Его предсказаниям мало кто поверил, пока не случилась Великая депрессия. В наши дни длинные волны в экономике часто называют волнами Кондратьева. Они имеют повышательный период, характеризующий тенденции к росту экономики, и понижательный, соответствующий спаду. При этом среднесрочные циклы сосуществуют вместе с длинными волнами, как бы нанизываясь на них. Исследования показывают, что наиболее тяжелые кризисы приходятся на время, случающиеся раз в несколько десятков лет, когда несколько волн в экономике сходятся в одной нижней точке. Разрушение, которое испытывает народное хозяйство, можно сравнить с идеальным штормом, выдержать который может не всякая экономика. Именно такие чрезвычайно сильные кризисы способствовали внедрению революционных технологий в экономику, которые образовывали новый технологический уклад. Так, из первого кризиса длинной волны капитализм вышел с паровым двигателем, который стал основой многих механизмов и систем на фабриках и заводах. Из второго кризиса выехали на паровозах, весь мир начали окутывать железные дороги. Из третьего уже на автомобиле. К революционным преобразованиям в течение той волны можно отнести изобретение конвейера, радио, телефона, развитие нефтехимии. После следующего кризиса длинной волны люди уже смогли летать на самолетах с реактивной тягой. В это время развивается изобретение на базе микрочипов, атомные технологии, ракетостроение, начинается освоение космоса. Наконец, последний кризис длинной волны окончился подъемом на базе таких технологий, как микроэлектроника и интернет, которые, кстати, позволили капиталу эффективно эксплуатировать миллионы трудящихся из стран с дешевой рабочей силой. Сейчас мы стоим на пороге нового экономического кризиса. При этом длинные и среднесрочные волны снова сходятся в нижних точках. Так что наступающий мировой кризис может словно девятый вал на море переломать целые отрасли и даже экономики многих стран. Нас ждут серьезные преобразования производительных сил. Уже несколько лет ведутся дискуссии о технологиях следующего уклада, в том числе о передовых био- и нанотехнологиях. Но как же изменится само общество? Сможет ли капитализм подстроиться под следующий длинный цикл? Или его внутренние противоречия уже достигли предела? Однако не будем спешить с прогнозами, ведь с одной стороны капитализм хранили много раз, с другой накопленные противоречия капитализма уж явно показывают агонию всей системы.